Всем привет! Недавно печатал много деталей на своем 3D принтере и опять столкнулся с ошибкой T0 Sensor Abnormal. У меня она появилась примерно после 48 часов непрерывной работы принтера, и в этот раз замена термодатчика мне не помогла. Зато в этот раз я научился двум вещам. Тому, как продолжить печать большой детали после зависания принтера, даже если в принтере нет такой функции или если она работает не совсем корректно. И как устранить эту ошибку на принтерах Anycubic Mega, а также на некоторых других принтерах окончательно. Похоже, что многие 3D принтеры имеют слабое место, из-за которого эта ошибка возникает. Я уже снимал видео про эту ошибку. Это своего рода дополненный ремейк, в котором я рассмотрю этот вопрос более подробно. Но обо всем по порядку. Часть первая. Как возникает эта ошибка и что при этом происходит. Если у вас 3D принтер Anycubic Mega с сенсорным дисплеем, то вы скорее всего ее не увидите. Когда вы подойдете к принтеру, то это будет выглядеть так, будто бы принтер просто завис. Когда у меня первый раз возникла эта ошибка, я записывал видео в таймлапс. И на нем можно увидеть, что на сенсорном экране на некоторое время появляется эта ошибка, а после исчезает. Дело в том, что за работу сенсорного дисплея на принтерах Anycubic Mega отвечает отдельный микроконтроллер. Ошибка возникает в основном в микроконтроллере, после чего он останавливает работу принтера. Через какое-то время дисплей, видимо, решает обновиться, и эта ошибка с него исчезает. На то, что у вас возникла именно эта ошибка, указывает лишь то, что на дисплее одна из температур будет ниже заданной больше, чем на 15 градусов. Кстати, сообщение T0 Sensor Abnormal на русский переводится как датчик T0 ненормальный. Ничего не поделаешь, вот такой вот перевод. Еще одно важное замечание. T0 Sensor Abnormal — это текст, который отображается на экранах принтеров Anycubic Mega. В самом Marlin, выполняющемся на основном контроллере, сообщение об этой ошибке выглядит не так. Marlin при этом выдает ошибку Thermal Runaway System Stopped. Такую ошибку вы увидите в Repeater Host или на экранах каких-нибудь других принтеров, на которых установлен оригинальный Marlin без всяких дополнений. Забавно, что сообщение об ошибке на внутреннем контроллере с Marlin написано без ошибок, а перед отображением на дисплее разработчики от Anycubic зачем-то заменили его на другое сообщение и сделали в этом сообщении грамматическую ошибку. Еще интересно, что сенсорный дисплей на принтерах Anycubic Mega вообще не отображает некоторые другие ошибки и системные сообщения от Marlin. С одной стороны, сенсорный дисплей — это хорошо, но с другой стороны, такая его реализация доставляет ряд трудностей и неудобств, в том числе с обновлением Marlin, скажем, до версии 2.0. Впрочем, это уже слишком большое отступление от темы этого видео. Часть 2. Что это за ошибка? Чтобы ее устранить, важно понимать суть этой ошибки. Такая ошибка возникает, когда Marlin по каким-то причинам не может поддерживать температуру хот-энда или стола. Когда температура хот-энда падает, то Marlin начинает поднимать шимт нагревателя хот-энда, пытаясь поддерживать температуру. Если это не удается сделать, и температура слишком сильно колеблется, выходя за допустимые границы, то возникает эта ошибка, и работа принтера останавливается. Marlin имеет защиту от сбоев, и если температура выходит за рамки допустимых температур один раз за какой-то промежуток времени, то ошибка не возникает, а если чаще, то возникает. Диапазон допустимых температур указывается в константе вот с таким названием в момент компиляции Marlin. Период времени в константе с вот таким названием. Для принтеров Anycubic Mega это 15 градусов Цельсия и 3 секунды, в то время как дефолтное значение для Marlin это 4 градуса Цельсия и 40 секунд. То есть разработчики от Anycubic сделали дефолтные значения менее строгими. Теперь должно быть понятно, что это за ошибка. Но раз она имеет такие различные проявления, то может возникнуть вопрос, а точно ли у меня именно такая ошибка и принтер зависает из-за этого? Или может быть у меня какая-то другая ошибка? Чтобы ответить на этот вопрос, расскажу про то, как диагностировать эту неисправность. Часть 3. Как диагностировать эту ошибку? Чтобы диагностировать эту ошибку, понадобится сторонний софт, установленный на компьютер.
В частности, такая программа, как Repeater Host. Коротко расскажу про эту программу. Repeater Host — это бесплатное ПО. Лучше всего его скачивать с официального сайта. Устанавливается он довольно просто. Установку Repeater сервер можно пропустить, он нам не понадобится. В программе Repeater Host есть довольно много полезных функций. Ее можно использовать как слайсер. Управлять одним принтером или группой принтеров, если у вас их несколько. Просматривать лог команд принтера. Выполнять произвольные команды и производить некоторую диагностику принтера. Для меня именно функция диагностики является наиболее привлекательной. После подключения принтера к компьютеру нужно установить драйвер для своего принтера. У меня он был на флешке, которая шла в комплекте с принтером. После установки драйверов принтер должен определиться в системе. Дальше запускаем программу Repeater Host. Эта программа настраивается довольно просто. На первой странице нужно указать скорость соединения в бодах. У меня это 250 тысяч. Этот параметр подбирается экспериментально. Можно указать и другие настройки для своего принтера. Укажу только размер области, доступной для печати. Остальные настройки мне все равно не понадобятся. Теперь нажимаю на кнопку «Подсоединиться». Программа подключается к принтеру. Дальше нужно запустить печать. Это можно сделать как через программу Repeater Host, так и с самого принтера. Дальше нас интересует закладка график температур. Отключу лишние графики, они нам все равно не понадобятся. Здесь меня интересует, собственно, два графика. Это график температуры экструдера и выходной график экструдера. Выходной график экструдера — это на самом деле шим экструдера в реальном времени. Глядя на эти графики, можно понять, что происходит с терморегуляцией вашего принтера. Видно, что когда температура экструдера падает, то принтер поднимает шим и начинает повышать температуру. А когда она слишком повышается, то наоборот. Если с вашим принтером все в порядке, то график температур не должен сильно колебаться, так же как и шим. Сейчас на экране изображен график работы нездорового принтера. Видно, что температура сильно меняется, и шим часто меняется от 0 до 100%. Если с вашим принтером все в порядке, то так быть не должно. После таких колебаний на экране обычно появляется ошибка Thermal Runaway, System Stopped, и принтер перестает работать. Вот так выглядит работа здорового принтера, который я получил после небольшой модификации. Видно, что в течение часа температура колеблется в пределах 1 градуса. Шим тоже держится в пределах какого-то постоянного значения. График шим, пожалуй, является более показательным, чем график температур. В хорошо работающем и отлаженном принтере он должен быть постоянным. Если он скачет от 0 до 100%, то это является признаком того, что с вашим принтером что-то не так. Часть 4. Как устранить эту ошибку? Раньше я уже сталкивался с такой ошибкой, и мне помогла замена термодатчика. В этот раз замена термодатчика не дала никакого эффекта, и я начал разбирать и разбираться. Как оказалось, причина была в том, что непаянных разъемов в этом принтере слишком много. Давайте посчитаем, сколько же их. Первый разъем расположен вот здесь. Это то место, где к материнской плате подключена какая-то дополнительная нашлепка с переходниками на другие разъемы и минимальной развязкой. Второй разъем, соответственно, на этой нашлепке. Третий разъем на внутренней стороне платы с разъемами, прикрученный к корпусу. Четвертый разъем на ее наружной стороне.
5-й разъем на блоке хат-энда и 6-й на самом термодатчике. Итого их 6. Сам термодатчик представляет из себя терморезистор. Электронное сопротивление терморезистора зависит от температуры, и материнская плата его измеряет с помощью АЦП-преобразователя, через цепь этих проводов и разъемов. Общая длина проводов при этом от материнской платы до термодатчика на хат-энде примерно 1,5 метра. То есть это получается такая гирлянда длиной 1,5 метра, в которой примерно через каждые 30 сантиметров вставлен разъем. 6 разъемов в одну сторону и 6 в другую. Всего 12 непаянных соединений. Вам не кажется, что это как-то многовато? Глядя на график температуры, на то, как он периодически падает на десятки градусов, я решил, что дело в непостоянном контакте термодатчика. И решил вообще избавиться от всех этих разъемов, припаяв 2 новых провода непосредственно к материнской плате и к термодатчику. К этому моменту принтер завис уже с десяток раз и достал меня конкретно. Потому мое решение и было таким кардинальным. И это сработало. После этого принтер начал работать как часы, а график температуры и шим стал практически идеальным, лучше, чем это было с завода. Вот материнская плата этого принтера. Я покупал запасную на всякий случай. Я припаял провода непосредственно к вот этим 2 контактам с обратной стороны платы. С лицевой стороны они обозначены как Т0. Еще, по-моему, между этими контактами не хватает керамического конденсатора на 100 нанофарад для фильтрации высокочастотных шумов, которые возникают на этих проводах. Впрочем, к своему принтеру я его не припаивал, все работает и без него. Провода вывел через уже имеющееся отверстие в корпусе рядом с остальными проводами и пропустил их через оплетку до хат-энда. В хат-энде провода также можно завести через уже имеющееся отверстие. Ничего сверлить не пришлось. Провода терморезистора лучше резать вот здесь. Здесь они должны паяться лучше. Резать вот здесь их не стоит, так как в этом месте они сделаны из железа, а не из меди. И чтобы к ним припаять медные провода, нужен будет специальный флюс по железу. Тот разъем, что включен с лицевой стороны, вытаскивать не надо. К нему подключен датчик уровня стола. Если вы запутаетесь, что куда было подключено на материнской плате, то у меня есть вот такая схема. Она должна подходить для принтеров Anycubic Mega. Я ее составлял сам, когда делал видео про то, как любой 3D принтер можно дополнить функции лазерного гравера. Потратил, наверное, целый день, прозванивая проводку, чтобы разобраться, что куда было подключено. Разъемы лучше вытаскивать по одному и подписывать. Там довольно много одинаковых разъемов. Потом будет проще собирать. Еще это все лучше сфотографировать перед разборкой. Глядя на то, как собран этот принтер, видно, что его разработчики знали об этой проблеме. Впрочем, с похожими проблемами сталкивался и я, когда подключал терморезисторы к своим самоделкам. Они сделали провода термодатчика сдвоенными, а некоторые разъемы приклеили на термоклей. Но, как оказалось, этого все равно недостаточно. Думаю, разработчикам принтеров стоит задуматься об уменьшении числа разъемов в этой цепи, и, видимо, их нужно делать более качественными. Или разместить АЦП-преобразователь непосредственно в блоке хат-энда, а дальше подключить его через цифровой канал к материнской плате. После этого перепады сопротивления на разъемах должны перестать влиять на передаваемый сигнал. Теперь вы должны быть специалистами в этом вопросе и разбираться в этой теме лучше. Я думаю, если у вас возникнет подобная ошибка, то вы сможете ее устранить. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание, ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.